Друзья, намасте! Я приветствую вас на канале Йога Дома. И сегодня мы займемся оздоровлением шеи. На нее идет вес в 22 килограмма. Выдох. Выдох. Голова стала яснее. Только ни в коем случае мы не массируем позвонки. Вот здесь происходит что-то не то. Если вам уже некомфортно, не спеша выходите. Йога дома. Шея – это действительно деликатная и чуткая зона нашего тела, так как все стрессы и эмоциональные нагрузки в буквальном смысле ложатся на наши плечи и на шею. Нерегулярная физическая активность, небольшая подвижность плечевого пояса и шеи вызывает застойные явления и уменьшение кровообращения в этой области. Особенно мы говорим о работе, которая требует постоянного положения сидя. И, конечно же, работа с любыми гаджетами. Наша голова имеет вес примерно 4-6 килограммов. А когда наша шея наклоняется под углом в 45 градусов, то на нее идет вес в 22 килограмма. К этому весу она абсолютно никак не готова. И наш организм начинает наращивать в области 7-го шейного позвонка, вы его можете прочувствовать, он самый выдающийся, начинает наращивать соединительную ткань, то есть возникает такой бугорок. Возможно, возникает гиперлордоз в шейном отделе со смещением головы вперед. И в совокупности с гиперкифозом в грудном отделе все это приводит вот к такому частому положению, смещению плеч вперед, смещению грудной клетки к низу, смещению головы тоже вперед, с постоянным давлением на мышцы шеи, к которому, как я уже сказала, она никак не готова. Слабые мышцы шеи постоянно спазмируются, ухудшается кровоток. Наш организм через боль с нами пытается коммуницировать. Он говорит: эй, обрати, пожалуйста, внимание, вот здесь происходит что-то не то. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Но мышечная боль – это просто такие сигналы, потому что спазмирование мышц шеи приводит к куда худшим проявлениям. Это и частые головные боли, переходящие в мигрени, это, возможно, ухудшение зрения, онемение рук, онемение пальцев. Поэтому сегодня мы займемся тем, что разогреем область, растянем спазмированные мышцы и поработаем над укреплением мышц шеи в несвойственном для нее положении. Итак, мы приступаем. Как вы видите, я уже подготовилась. У меня обычный стул, это обычный походный складной стул. Я надеюсь, у вас тоже найдется стул. Лучше использовать, наверное, кухонный, потому что у него невысокая спинка. Также используйте подушку или одеяло, чтобы потом эту спинку прикрыть. Пока эту подушку вы можете подложить себе под таз, чтобы было мягче, или можете ее совсем убрать. Я выбрала сегодня работу со стулом для того, чтобы не обращать внимания на положение ног, а непосредственно ориентироваться на положение спины и сфокусироваться на работе с мышцами шеи и плеч. И, конечно же, мы задействуем мышцы спины, мышцы корпуса, потому что наше тело – это единый организм. Изолированно работать над какой-то областью не всегда корректно. Итак, мы начинаем. Садимся удобно, спина прямая, ладони можете положить на бедра, вращаем плечи по кругу вперед. Дыхание свободное. Не буду вас ориентировать на дыхание только носом, но если вы занимаетесь с нашим каналом, я постоянно проговариваю, что мы дышим только через нос, и приучайте себя к дыханию через нос. Но сейчас для выполнения эффективных упражнений вы можете дышать
так, как вы привыкли. Мы вращаем плечи по кругу вперед и теперь вращаем плечи по кругу назад. Дыхание произвольное. Постарайтесь выполнять движение здесь с максимальной амплитудой, которую вы можете себе позволить. Выполним еще 4 раза. 3, 2 и 1. Хорошо. Теперь мы выполняем движение правым плечом вперед, вверх, назад. И когда правое плечо пошло назад, левое плечо пошло вперед. Правое плечо пошло вниз, а левое вверх. Да? Попеременное движение. И обратите внимание, как начинает поворачиваться и корпус за ведущим плечом. Также старайтесь, максимально опуская плечо, другое плечо поднимать. Хорошо. Продолжаем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще выполним 4. Левое плечо. 3. Левое плечо. 2. Левое плечо. 1. Левое плечо. И движение обратное, начиная с левого плеча. Левое плечо вперед. Мы выполняли движение назад, сейчас мы выполняем движение вперед. Да? Еще 6. И корпус тоже поворачивается. 5. Разогреваем мышцы шеи, мышцы спины. И еще 3. И еще 2. И еще 1. И закончили. Молодцы. Со вдохом плечи подтягиваем вверх к ушам. Вдох максимально вверх, с выдохом глубоко-глубоко вниз. Вдох максимально вверх. Следите, чтобы плечи не заворачивались к центру. Они расправлены. И максимально вниз. Высоко вверх. Вдох. И максимально глубоко вниз. Выдох. Еще 5 движений вверх и вниз. Вдох. Сконцентрируйтесь непосредственно на движении вниз. Выдох. Еще 4. Вдох. И выдох. Еще 3. Вдох. Выдох. Еще 2. Вдох. Выдох. И еще 1. И выдох. Теперь возьмитесь за стул или за ножки стула. Максимально оттяните руки вниз. Выполните захват. Расправьте плечи. Представьте, что вы лопатками стремитесь к позвоночному столбу и вниз вдоль позвоночного столба. То есть лопатками стремитесь к сиденью стула. И позвоночным столбом хотите вытянуться вверх. То есть представьте, что вы руками себя зафиксировали и хотите позвоночным столбом как бы выскользнуть из плечевого пояса. Да? Со вдохом теперь внимание на движение вверх. Вдох. Чуть-чуть просели, выдох, возможно, ниже схватились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще 5. Выдох. 4. Выдох. 3. Выдох. 2. Выдох. 1. Выдох. Ладони положили на бедра колени. С выдохом наклоняем шею вперед, роняя подбородок на грудь. Выдох. Со вдохом поднимая лицо вверх, не запрокидываем затылок назад, лицо вверх, задняя поверхность шеи не сокращается. Выдох, подбородок вниз. Вдох вверх.
выдох вниз. И еще 6 движений вверх, вдох, выдох. Еще 5, вдох, выдох. Еще 4, вдох, выдох. Еще 3, вдох, выдох. 2, выдох. 1, выдох. И нейтральное положение головы. Плечи расправлены от центра и опущены постоянно вниз от ушей. Склоняем голову попеременно на выдохе вправо и влево. Выдох. Следите, чтобы плечи были опущены. Вдох. Почувствуйте, голова тяжелая. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще 6 движений вправо. Выдох. 5 движений влево. Выдох. Еще 4. Выдох. Еще 3. Выдох. Еще 2. Выдох. Внимательно. Последний раз вправо, и мы задержимся в этом положении. И из этого положения будем голову слегка раскачивать вперед и назад. Вперед и назад. Аккуратно. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Через нейтральное положение голова поднимается, вдох, и склоняется на выдохе влево. В этом положении голова вперед и назад. Небольшая амплитуда. 8. Назад. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И закончим. Нейтральное положение. За руками потянемся вверх со вдохом. Вы можете переплести пальцы и ладони укладываем на затылок. На затылок. Большие пальцы спускаем по шее вниз и как бы ладонями поддерживаем основание черепа. Ладонями поддерживаем основание черепа. Я сяду в профиль, чтобы было понятно, как мы работаем. Постоянно расправляйте локти в стороны. Лицо поднимаете вверх, ладонями вы держите голову со вдохом. С выдохом мы округляемся, локти складываем к центру, но ладонями не давим на голову, не давим. Достаточно будет здесь веса самой головы и веса рук. Прогибаемся со вдохом, наклонив таз. Ладонями держим голову. Для чего держим голову? Для того, чтобы затылок не запрокидывал назад, для того, чтобы постоянно как бы поднимать голову от шеи, вытягивая шею из ключиц. Вдох, локти к центру, выдох. Ладонями вы держите голову, как будто вы постоянно ее оттягиваете. Вдох и выдох. Продолжаем. Еще 5 прогибов, 5 округлений. Еще 4. Выдох. Еще 3. Выдох. Еще 2. Выдох. И последний раз. Вдох и выдох. Останьтесь с круглой спиной. Расплетая пальцы, позвольте рукам упасть. Кладите ладони на бедра.
Через круглую спину выпрямляйте себя, разгибаясь со вдохом, и расправляйте плечи. Выдох, опускайте плечи вниз от ушей. Продолжаем работать дальше. Склоняем голову на выдохе вправо. Левой ладонью возьмитесь за стул, за ножку стула и создавайте разнонаправленные движения. Головой вправо, рукой в сторону и вниз. Следите, чтобы не заворачивалось левое плечо к центру. Держите плечо отведенным от центра и постоянно опущенным вниз. И правой рукой в этот момент очень аккуратно, вот 4 пальцами выполняйте такие круговые движения от основания черепа, если получится так завести руку, от основания черепа. Только ни в коем случае мы не массируем позвонки. Мы массируем только мягкие ткани. Да? Никакого давления на позвонки быть не должно. И проходимся аккуратно от основания черепа к плечевому суставу. И обратно поднимаемся. И еще пройдемся по короткому пути от основания черепа к ключице. Возможно, вы почувствуете триггерные точки, точки напряжения. Возможно, задержаться на них. И поднимаемся вверх. И теперь как бы погладим аккуратно шею. Также 4 пальцами. Хорошо. Опустим руку, вернем голову не спеша. Вдох. Сделаем выдох. Сделаем вдох и склоняем голову влево. Правой рукой беремся за стул, за ножку. И левой ладонью 4 пальцами массируем мышцы, уходя сверху вниз, круговые движения выполняя, улучшая кровообращение, снимая напряжение. И по короткому пути от основания черепа до ключицы, где наиболее концентрация напряжения происходит, и вверх. И поглаживаем эту область сверху вниз, снизу вверх. Хорошо. Опускаем руку и не спеша поднимаем голову. Хорошо. И теперь мы делаем вдох, поднимая руки вверх, с выдохом роняем руки и туловище. Выдох. Вдох. С выдохом руки и туловище. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И последний раз. Выдох. Вдох. Руки через стороны вверх. Потянитесь. И выдох. Опустите руки через стороны. Далее я меняю положение, чтобы было понятно. А вы берете подготовленную подушку или одеяло и смягчаем спинку стула. То, о чем я говорила в начале. Положение сидя. Касайтесь верхней, средней и верхней частью спины
касайтесь спинки стула, отодвиньте таз немного дальше. Пронаблюдайте, что вы верхней частью спины опираетесь на спинку стула. Смещайте вслед за спиной положение шеи и головы. Руки через стороны вытянемся вверх. И ладони положим на затылок. Как мы уже с вами делали, расправляли локти и направляли грудную клетку и лицо вверх. Здесь будьте внимательны. Мы работаем над формированием прогиба в грудном отделе. Но прогиб в грудном отделе позвоночного столба всегда выполняется за счет поясничного прогиба. Поэтому будьте внимательны. Если вы чувствуете, что в грудном у вас еще не появилось прогиба, не появилось ощущений достаточных, чтобы вы поняли, да, это хороший прогиб, но поясница уже говорит, что-то мне уже здесь нехорошо, нужно остановиться, возможно, немного дальше отодвинуться тазом, возможно, удобнее лечь, так, чтобы спинка была под лопатками. И снова повторить движение назад и опрокидывание как бы верха спины и головы. Ладонями мы держим голову. Помним, мы держим голову в ладонях для того, чтобы постоянно ее как бы вытягивать от шеи. Постоянно дышите, мы здесь задерживаемся, постоянно дышите. Локти обязательно расправляйте, задержитесь на своей глубине так, чтобы вам было комфортно. Ни в коем случае не запрокидывайте голову назад и не укорачивайте заднюю поверхность шеи. Мы здесь вытягиваемся через переднюю линию корпуса, раскрывается грудная клетка, увеличивается межреберное пространство. Позвольте еще увеличиться межреберному пространству, раскрыться грудной клетке. Не спешите. Наблюдайте, как вы работаете телом в этом положении. Ладонями постоянно поддерживайте затылок. Дышите в грудную клетку. Здесь очень хорошо вытягиваются легкие, и дыхание становится немного затруднительным. Буквально приходится затягивать вдох. Затягивайте воздух. Расправляйте локти. Следите, чтобы шея была длинной. Мы продеваемся в грудном отделе позвоночного столба с очень комфортным поясничным прогибом. В этом положении задерживайтесь. Если вам уже некомфортно, не спеша выходите. Хорошо. Будем подниматься. Ладонями держите голову и руками возвращаете голову. Вдох. И поднимаетесь полностью. Спина прямая. Выполняем скручивание вправо, левой рукой с внешней стороны правого колена упор или захват. Если получится наклон, поскользните рукой, следите, чтобы обе сомкнутые ноги не смещались влево. Здесь разворачивайте грудную клетку вправо, возьмитесь ладонью за спинку стула и еще аккуратно себя разверните. Обратите внимание, подбородок по повороту грудной клетки над еремной выемкой. Представьте, что вы вытягиваетесь через весь позвоночный столб до затылочной части головы. Вытягиваетесь. Наблюдайте обязательно, здесь шея будет длинная. Мы сделаем вдох и через длинную шею, как бы вращая подбородок в потолок. С выдох. Возвращая вдох и разворачивая подбородок в пол. Выдох. Возвращаем вдох и вверх. Выдох. Возвращаем вдох и в пол. Выдох. Возвращаем вдох и вверх.
выдох. Вдох и в пол. Выдох. Последний раз. На выдохе поворот головы вправо и влево. Аккуратно забираем руку, вдох и выдох. Делаем скручивание грудной клеткой в левую сторону. Переносим правую руку через левое колено. Вот легкий вариант. Да? Посмотрите, вот он так выглядит. Можно опуститься глубже в наклон. Взяться левой рукой за спинку стула, чтобы еще себя немного развернуть. Проверьте положение. Шея длинная, позвоночный столб очень хорошо вытянут. Сделаем вдох и вытяжение через эту длину. И с выдохом поворот головы. Вверх подбородок, выдох. Вдох, возврат и с выдохом в пол. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Последний, 4-й раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Со вдохом поднимаемся. Здесь закончили. Правая рука через сторону вдох. Правой ладонью держите голову, затылок. Отклоняетесь, прилегая спиной к спинке стула. И аккуратно, выполняя поясничный прогиб, ладонью держите голову. Уже держим одной рукой. И чувствуем, как включаются мышцы шеи. Фиксацию положения головы. Дышим. 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 Аккуратно отсюда поднимаемся, опираемся спиной на спинку стула. В грудном отделе складываемся. Вертикальное положение выросли. Опустили руку. Левой ладонью поддерживаем голову. И то же самое. Отклоняемся спиной назад. Прогиб в грудном отделе. Ладонью поддерживаем затылок, голову и дышим. Дышим, стараясь хорошо раскрывать грудную клетку. И поднимаемся, вдох. И делаем выдох. И на этом мы заканчиваем наше занятие. Возможно, после занятия вы почувствуете, что голова стала яснее, взгляд стал ярче, картинка стала ярче. Значит, вы поработали отлично. Занимайтесь йогой с нашим каналом и будьте здоровы!